Жан Ванхун, директор департамента инфекций шанхайской больницы Хуаншань, в настоящее время является врачом, ставшим знаменитостью в сети, пользующимся интернетом. Он осмеливается говорить и очень хочет говорить. Он сказал несколько дней назад, что настолько быстрая скорость контроля над эпидемией, которая произошла в данный момент в Китае, никогда не была настолько быстрой за всю историю мировой медицины. То есть, с точки зрения эпидемиолога, контроль эпидемической ситуации в этой стране за такое короткое время просто является чудом в истории медицины. Итак, как это удалось добиться Китаю Поднебесной? Я думаю, произошло за счет нескольких условий. Первое. Эффективное государственное регулирование. После закрытия города Уханя многие крупные города в Китае закрылись на карантин, приостановили производство и ввели необходимые меры регулирования. Во-вторых, это активное сотрудничество всего народа. Все люди во время карантина находятся дома. Все люди не могут покидать территорию. Все люди должны передвигаться только в масках, когда выходят наружу. При переезде с одного города до другого автоматически домашний карантин в течение 14 дней. То есть так называемый период изоляции. В-третьих, бескорыстная поддержка всей системы здравоохранения в Китае. После закрытия города Ухань 1, 2 и 3 числа более 40 тысяч медицинских работников устремились в Ухан, чтобы решить проблему эпидемии в городе. Я думаю, что без огромных усилий этого медицинского персонала борьба с эпидемией была бы не такой эффективной. В то же время мы видим, что в борьбе с этой эпидемией огромное количество китайских предприятий понесли огромные потери. Согласно данным, которые я получил вот только что, за последние 2 месяца с конца января до апреля в Китае закрылось около 300 тысяч крупных предприятий, малых, средних, крупных предприятий. Таким образом, на этот раз Китай заплатил цену в несколько триллионов юаней и потерю сотен тысяч компаний. Чтобы помочь стране осуществить контроль над эпидемией, так каков китайский опыт? Чему нужно учиться? Это презентация информационных возможностей Поднебесной. А в Китае есть несколько очень известных компаний, такие как Sina, Sohu, NetEasy, Tencent, Baidu, Ali, Ctrip, 360 и JD.com. Все компании, о которых я говорил, возникли во втором квартале 1998 года и в четвертом квартале 1999 года. В те месяца, период, китайские интернет-компании и предприниматели вместе вышли на сцену. С 1998 по 1999 года по сегодняшний день, за последние 2 десятилетия, мы можем без преувеличения сказать, что Китай — это страна радикально измененная интернетом. Сформированные им интеллектуальные способности спасают эту страну. Что означает фраза «Smart Safe China»? Давайте сначала рассмотрим городское управление в условиях эпидемии. Давайте возьмем, например, станицу провинции Чжэцзян, город Ханчжоу. Сегодня этот город претендует на название первого в мире города с городским мозгом. С января по февраль, за исключением провинции Хубэй, каждый день в Китае, смотря на данные с мобильного телефона, другой провинцией с наибольшим количеством положительных диагнозов с COVID-19 являлась провинция Чжэцзян, где, впрочем, я и находился все это время. Поскольку частные предприятия в этой провинции Чжэцзян очень развиты, многие люди из провинции Хубэй работают в провинции Чжэцзян, а многие бизнесмены из провинции Чжэцзян часто посещают провинцию Хубэй, так как это индустриальный город, индустриальная провинция. Это массовое движение населения привело к тому, что Чжэцзян долгое время занимал 2-е место в стране как для диагностированных, так и для подозреваемых пациентов. Но
Что мы с вами можем обнаружить, если внимательно посмотреть? Выяснилось, что за прошедший период в провинции Чжэцзян не было случаев вспышки и распространения эпидемии, и уровень смертности у него оказался очень низким. 23 февраля муниципальное правительство города Ханчжоу сделало кое-что немыслимое на тот период, объявив об открытии живописной зоны западного озера Сиху, которая стала первой крупной парковой зоной, открытой во время вспышки нового коронавируса в Китае. Почему будущей провинции со вторым по величине количеством инфицированных пациентов в стране, почему Ханчжоу первым осмелился открыть свою главную достопримечательность Сиху или Западное озеро? Это потому, что за последние несколько лет город сделал следующий шаг в будущее. То есть управление городом плавно перетекло в интеллектуальный и цифровой способ. Прошедший канун Нового года академик господин Ван Джан задал вопрос публике. Какая самая дальняя дистанция в мире, как вы думаете? Если вы скажете, что с Северного полюса по Южный полюс самая длинная дистанция, это неправильно. Так что это? Ответ правильный. От светофора до светофора. Когда мы смотрим на перекресток, над ним находится светофор, а рядом со светофором камера светофора, обратите внимание. Ван Джан сказал, эти две вещи находятся на одном держателе. Но за последние несколько десятилетий они никогда не были связаны и вообще не имеют никаких отношений. Таким образом, движение на дороге не блокируется. За светофор отвечает светофор, за камеру отвечает, соответственно, камера. Но за последние несколько лет в городе Ханчжоу сделали одну вещь, подключив светофоры к дорожным камерам. Первым шагом городского мозга Ханчжоу является управление более чем дюжиной транспортных развязок Ханчжоу и подключение светофоров на этих перекрестках к их дорожным камерам. Теперь возможно в режиме реального времени узнавать, проезжает ли машина по этой дороге в данный момент. После того, как появился контроль более 10 перекрестков, дальше под контроль попало сразу 1000 перекрестков, а затем перешло под контроль 2000 перекрестков. Когда 2 года назад Ханчжоу во всем Китае среди всех городов по количеству пробок занимал 3-е место, на сегодняшний же день Ханчжоу является на 57-м месте среди пробок по всему Китаю. Один из самых низких уровней пробок на дорогах. Как вы можете изменить статус за столь короткое время с 3-го места на 57-е? Ханчжоу сделал только одну вещь. Соединил светофор и камеру светофора. Позади него сформирован искусственный интеллект с элементом транспортной коммуникации. Так что помимо транспортных средств связали еще в один блок. Мозг также принимает множество социальных данных, правительственных данных, голосовой информации, видеоинформации, информации о динамическом восприятии города как основную инфраструктуру для дыхания города. Было сформировано то, что мы сегодня называем городским мозгом. Город Ханчжоу, создавший этот городской мозг, существует уже 4 года с 2016. Так почему же Ханчжоу осмелился открыть самую крупную достопримечательность в городе? Во время строжайшего карантина на Западном озере 23 февраля, когда в Китае поднялось столько много шума по поводу этого известия. Почему провинция Чжэцзян может эффективно контролировать эпидемию в контексте второй эпидемии в Китае, в дополнение к административной эффективности? Самое главное, что у него есть новый инструмент. Этот инструмент называется городским мозгом с очень большой емкостью пропускных данных. 11 февраля город Ханчжоу запустил продукт под названием «Зеленый код города Ханчжоу». Куда бы я ни передвигался, будь то охранник у входа в район или полицейский, зеленый проход обеспечивает цвет моего зеленого QR-кода на моем сотовом мобильном телефоне.
Он показывает, безопасен ли я в данный момент для окружающих. Это первая в мире модель зеленого кода, основанная на мозгах искусственного интеллекта, растущего мегаполиса. Итак, 11 февраля, после появления зеленого кода в Ханчжоу, мы увидели появление различных кодов, появляющихся по всему Тае. Некоторые из них называются медицинскими кодами, некоторыми называются медицинской страховкой, а другие Шэнбаотун. Но их прототипом стал код зеленого Ханчжоу. Поэтому я думаю, что сегодня в других странах и городах по всему миру требуется изучать опыт зеленого кода Ханчжоу. Потому что это действительно основной инструмент и метод управления городом, который может изменить основную работу города в чрезвычайных ситуациях. Большое спасибо за ваш просмотр.